Всем привет! Если вы смотрите данное видео, то вы действительно зашли на канал Путешествия за околицу. И околачиваться сегодня мы будем вокруг Каменца-Подольского. Точнее, вокруг его старого города. При съемках околицы мы не пишем заранее сценарий съемок, а предпочитаем поступать по принципу, известному из анекдотов про жителей Крайнего Севера. О чем вижу, о том и пою. Поэтому перед нами стал извечный вопрос: как быстро обойти город в поисках интересных объектов? Ведь куда ни ткни, тут с размаху пальцем обязательно попадешь в какую-то доисторическую достопримечательность. И вот, гуляя по площади Польский рынок, о ней в следующей передаче, мы увидели необычное транспортное средство. План созрел мгновенно. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Ведь так можно окрестности посмотреть и получить удовольствие от экстремальной поездки. Сказано, сделано. Поехали! От уже известной Польской площади мы двинулись на север, мимо церкви Святой Троицы, она же Троицкая церковь. Увы, само здание – это всего лишь современная вольная реплика разрушенного в 30-х годах прошлого века храма. Правда, и до этого здание на этом месте несколько раз перестраивалось и за всю свою историю с XII века успело побывать и в роли православного храма, и греко-католического, и даже ненадолго успело исполнить роль мечети. А мы уже едем к околице старого города, и первым оборонным сооружением на нашем пути во весь свой семиярусный рост встает башня Стефания Батория, которая появилась на месте древних городских ворот примерно в 1565 году и первоначально была ниже аж на целых 2 яруса. Сама башня была построена на средства от шарварка, дорожного сбора с местных купцов. Автомобилисты ничего не напоминает, платим налоги на дороге, а денежки всплывают в других местах. В 1585 году башню реконструировали. Строили корпус с проездом, который получил название «Ветряные ворота». Тут, по легенде, при проезде этих самых ворот у Петра I сорвало с головы шляпу. Но это было на одно столетие позже. Да и ворота тогда выглядели по-другому и находились значительно выше, чем современный проезд. Далее по курсу у нас турецкий бастион. Укрепления на этом месте существовали и ранее. Уж очень удобно было с этого места обстреливать дорогу, ведущую в город. И турки, которые в 1672 году захватили Каменец-Подольский, решили усовершенствовать фортификацию. Для строительства укреплений они использовали камень из разрушенного монастыря доминиканок. Поэтому местные жители с иронией называют эти укрепления девичьими горшками или девичьим ронделем. Затем на развалинах часовни... Простите, часовню тоже я? Но оставим бастион на том же месте, где он стоял прошлые века, и едем дальше. Тем более нас впереди ждут водные процедуры. Пару слов про мост, по которому мы только что проезжали, или точнее проплыли. Мост именуется Новоплановским
И называется так, потому что соединяет старую часть города с нынешним административным центром, так называемым новым планом. А не потому, что некоторые из вас подумали. Мост построен в 19 веке и строился достаточно долго, аж целых 10 лет. И такой долгострой неудивителен. Хоть длина моста небольшая, всего 149 метров, а вот высота местами достигает 38 метров, что соответствует примерно высоте 12-этажного дома. А мост стоит на 6 каменных опорах, то есть по сути строителям надо было построить 6 12-этажек. Для техники такого времени достаточно сложная задача. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут. И 19 января 1874 года состоялось торжественное открытие всего сооружения. Мост, помимо своего прямого предназначения, сразу стал местной достопримечательностью. Ведь с него открывались потрясающие виды на средневековые стены и башни, живописные скалы и высокий водопад. А мы едем дальше, по величественному каньону реки Смотрич. Отъехав буквально 200 метров, мы натыкаемся на следующую достопримечательность, а точнее на череду оборонных башен. Развитие дальнобойной артиллерии в XVI веке побудило владельцев города усилить оборону города, и вдоль восточной кромки правого берега реки Смотрич была построена линия оборонных сооружений, состоящая из 3 башен, соединенных между собой единым валом. По старой доброй традиции Речи Посполитой строительство велось за счет городской общины, в частности за счет городских ремесленных цехов. И вправду, не тратить же деньги из королевской казны. Но историческая справедливость была отчасти восстановлена, и башни назвали в честь цехов, на чьи пожертвования они были построены. Так первая башня носит название Резницкая. Резниками в древности называли мясников. Однако в 20 веке башни перепутали между собой, и данную башню стали называть Гончарной. Следующая по нашему курсу – Слесарская башня. Как следует из названия, башня была построена за деньги гильдии столяров. Третья башня в данном оборонном комплексе носит имя Кушнирской. Кушнирами раньше называли мастеров по обработке меха и кожи. Сама башня – это новодел. От оригинальной конструкции сохранился только первый ярус. Ну а мы продолжаем нашу увлекательную прогулку. Тем более нас дальше ждет встреча, наверное, с самым важным оборонительным сооружением на реке Смотрич – русскими воротами или русской брамой. Как и многие исторические памятники, русские ворота, увы и ах, не сохранили свой первоначальный облик. А между прочим, во второй половине 15 века совместно с польскими воротами это был очень мощный и уникальный для своего времени гидротехнический комплекс. Подобных сооружений в просвещенной Европе, точнее в крепостях у просветленных феодалов, не было. И мало того, со временем так и не было создано. Согласно описи Каменца 15 века, в то время город на острове не имел искусственных фортификационных сооружений. Там стен, рвов, валов. В определенной степени их заменял природный каньон с крутыми отвесными скалами. Но река стала мелеть, и постепенно угроза захвата города через каньон становилась реальностью. И для купирования этой угрозы на реке была построена очень сложная система шлюзов. Чтобы мой дорогой зритель проникся величием инженерной мысли тех времен, я постараюсь вкратце рассказать, как эта сложная система работала. Когда к городу приближался неприятель и возникала угроза захвата города, то для обороны нужно было в кратчайший срок затопить долину каньона.
превратив его тем самым в мокрый оборонительный ров. Для этого сначала перекрывались шлюзы на Русской Браме. По мере наполнения каньона до определенного уровня воды опускались шлюзы на Польской Браме, которая находилась сверху по течению. Уровень же воды регулировался еще одним гидротехническим сооружением – шлюзом в Замковом мосту, делая тем самым из города своеобразный неприступный остров. Ну, почти остров. Про перешеек и охраняющий этот перешеек Каменец-Подольскую крепость мы поговорим в отдельной передаче. Для того, чтобы как можно быстрее наполнить каньон водой, выше по реке, перед самым замком, соорудили плотину со шлюзами, сделав тем самым водохранилище с запасом воды, которого хватило бы для полного затопления долины. А вот когда враг отступал, шлюзы на Русской Браме поднимали, и вода текла вокруг острова в обычном режиме. Между тем мы уже подъехали к Каменец-Подольскому замку. Как я уже ранее говорил, о нем разговор будет отдельный и обстоятельный, но в следующем выпуске. А нас интересует другая достопримечательность – деревянная крестовоздвиженская церковь, которая расположена в предместье древнего Каменца, носившего название Карвасары. И пока у нас плановая остановка, немного расскажу об этом здании. О времени появления храма до сих пор ведутся горячие споры. Предположительно, это вторая половина 16-го, начало 17 века. И, скорее всего, первоначально здание было каменным, так как данная территория в те времена регулярно подтапливалась рекой Смотрич, да и находилась поодаль от основных укреплений города. Из дерева церковь заново отстроили в 1724 году, но это уже был униатский храм. Из-за сильного наводнения в 1770 году храм снова пострадал, и в 1799 году на его месте началось строительство нового здания, которое с некоторыми перестройками дожило и до наших дней. В 1801 году новый храм осветили как православный. Но мы движемся дальше, вокруг Каменец-Подольской крепости к Польской Браме. Как я уже говорил, польские ворота наряду с русскими входили в оборонный гидротехнический комплекс города. Но в этом месте каньон почти в 2 раза шире, чем в районе Русской Брамы, поэтому оборонных сооружений было значительно больше. Однако из-за того, что сооружения польских ворот первыми принимали на себя удар многочисленных наводнений, увы, до наших дней сохранилась только незначительная их часть. И о масштабах комплекса можно судить только по старым схемам и рисункам. По уже известной дороге вдоль турецкого бастиона с дамскими горшками и башни Батория с ветряными воротами мы возвращаемся в старый город. Наша необычная экскурсия подходит к концу, но это не значит, что это весь наш рассказ о этом городе. О Каменце-Подольском с его богатой историей можно рассказывать и рассказывать. И мы втайне надеемся, что это видео наберет достаточное количество лайков для нашей мотивации к выпуску новых роликов про Каменец-Подольский. Так что подписываемся, ставим лайки, присылаем донаты, в общем делаем все, чтобы выдать нам волшебного пенделя для быстрого выпуска продолжения. До новых встреч!